История этого альбома началась в 2017 году, когда я познакомилась с дирижером Фрицем Кремером и узнала о его ансамбле «Берн-Вокал». Я предложила Фрицу исполнить мадригалы, которые я изучала и которые до сих пор никогда не звучали. Фриц собрал фантастическую команду музыкантов, и мне бы хотелось их назвать здесь всех. Это вокалисты Ханна Блажикова, Барбора Кабаткова, Ян Бёрдер, Михаил Фейфар, Рафаэль Хён, Маркус Флайк и инструменталисты Францишка Хайду, Анна Амштут, Сара Гомес, Жюльен Леонард, Армин Беройтер, Розарио Конте и Антонио Греко. Когда мы работали над этим проектом, я еще не представляла себе по-настоящему, как эта музыка звучит. И благодаря этим музыкантам, благодаря их энтузиазму, благодаря их таланту, чуткости к этой музыке, она зазвучала, и для самой меня она стала открытием. Мадригалы, которые вошли в этот альбом, сами композиторы называли мадригали концертати или концерти. Это совершенно особая эстетика начала XVII века, которая парадоксальным образом осталась в тени новаторских жанров этой эпохи, оперы и вокальной монодии с инструментальным сопровождением. Но сама стилистика кончерто очень важна для этой эпохи. Когда композитор пишет на титульном листе своего собрания мадригалов слово «кончертато», он имеет в виду прежде всего сочетание двух тембровых миров – вокального и инструментального. И поначалу концертные мадригалы ограничивались участием бассо континуо, то есть сопровождающего басового или клавишного инструмента. Но очень скоро композиторы стали включать в эти мадригалы множество инструментов. И на этом диске мы видим, что количество инструментов равно количеству вокалистов. То есть у нас два сопрано, альт, два тенора и бас в композициях для самого большого состава и равновеликий ему инструментальный состав. То есть две скрипки, альтовая виола или альт, теноровые виолы, виолон или виолончель и бассо континуо, который тоже может быть представлен не одним инструментом, а несколькими. Одновременно в этих произведениях мы видим, что композитору интересно не только сочетать голоса с инструментами, но интересно сочетать и разные плотности звучания, то есть сольные эпизоды и эпизоды тутти. Интересно сочетать фактически разные стили исполнения, то есть стиль оперного пения, новый стиль, и стиль мадригальный, полифонический. И вот в этом сочетании, согласовании очень контрастных элементов и состоит прелесть
этой эстетики кончерто и состоит композиторская задача – сочетать как можно более разного, не похожего в рамках одной композиции и создать некое новое гармоничное целое. Это сочетание разных стилей, оно отражается и в поэзии. То есть мы видим, как в этих композициях часто поэзия высокая, мадригальная, утонченная соседствует с поэзией простой, которая характерна для, скажем, танцевальной песни. В этом контексте, в контексте эстетики кончертато, выбор композиторов для этого альбома был абсолютно не случайным. И Бьяджо Марини, и Джованни Роветта, и Джованни Валентини в силу обстоятельств оказались капельмейстерами капелл, были приглашены работать в самые лучшие капеллы Европы той поры. Валентини долгие годы до конца жизни проработал в Вене, возглавлял капеллу Габсбургов. Роветта был ассистентом Монтеверди, а затем стал его преемником, руководителем капеллы Сан-Марко в Венеции. Марини долгие годы возглавлял капеллу герцога Нойбурга на Дунае. Они располагали фактически неограниченными исполнительскими ресурсами. И мы видим это в партитурах. Мы можем судить по их сложности, по рафинированности письма, что это действительно было рассчитано на лучших вокалистов и инструменталистов своего времени.